алейкум, интернет. Сегодня 24 февраля, среда. Выезжаем из города Тарас в сторону Республика Дагестан, город Махачкала. В одну сторону залили 249 литров. Литр за 265 тенге. Время 1:36 ночи. Приехали в Шымкент. Сейчас заправляем дизелем. Везем вот такие машины. Днем покажу более наглядно. Так, сейчас другой бак вместе с автономкой 375 литров залили. Сейчас проезжаем в ночной город Туркестан. Я сам был в Казахстане в таких городах, как Алматы, Шымкент, Кокшетау и Астана. И на этой поездке я увижу новый город Атырау, затем Республика Дагестан. И проедем через город Астрахань. Прошу вас отнестись с пониманием за долгое отсутствие на YouTube. Поскольку монтаж видео занимает очень долгое время, нужно вырезать ненужные моменты, найти хорошую музыку, картинки, а также озвучить видео. Иногда бывает так, что я в дальние поездки и нету времени отредактировать видео. Февраль, время 12:30. Подъезжаем к городу Байконур. Вчера не смог показать из-за ночи. Джили Манджаро сверху 3, снизу 2 Лисяна и 1 Шевролет. Едем в Дагестан, Махачкалу. Сейчас пообедали вот в таком комплексе, Атамура называется. Тут у нас коллеги тоже едут в Россию, забыл какой город. Снизу у них 3 Чанган Юнитей, сверху Джили Манджаро и так далее. Тут неподалеку от города Байконур находится исторический комплекс, Спортстота называется. Сегодняшнее направление. Также выехали из города Тарас, с юга Казахстана, едем в сторону Ахтубе. Там, говорят, неделю назад были сильные бураны, из-за этого пробки образовались, около 3000 грузовых автомобилей. Обстановку, когда едем, сниму видео. Забыл еще добавить то, что в России сейчас пользуются популярностью вот эти вот Джили Манджаро. Мне лично понравились Лисяны, которые снизу.
сделали доливку 34 тысячи тенге, 127 литров. Возле комплекса, где мы обедали, залили дизель на 1 бак. Бескрайняя степь Казахстана, в котором не видно конца края. Время 2:30 и доезжая Байконур, нас собрали вот в такой стоянке. Сыграет на такой поток. Время 5:02. Движение началось, где была пробка, в сторону Аральска. Время 7:23. Нас отправили вот в такую парковку. Здесь, короче, все фуры сейчас собираются. Дорогу перекрыли. От Карабутака находимся около 390 километров. На улице не смог долго снимать, поскольку очень холодный ветер, морозный. Прогноз показывает -16 в данный момент. Открыли дорогу, потихоньку началось движение грузового автотранспорта. Второй день, 16 февраля, время час. Едем через Аральск в сторону Иргиз. Спереди, сзади нас нормальная такая колонна собралась. Посмотрите на этот лед. Можно спокойно на нем кататься на коньках. Время 4:20. Приехали на Иргиз. Сейчас будем заправлять дизелем, поскольку во многих местах уже нету. В дальних дорогах, где мало заправок, это обязательно надо. Пока ждем очереди, будем ехать по Шалкару. Прямо на Карабутак, говорят, закрыта пробка сейчас. Вот такое вот количество фур образовалось, как будто организовали сходку дальнобойщиков со всего СНГ.
Посмотрел в интернете другие видео, оказывается, это знаменитая дорога, которому уже больше 10 лет, от Карабутак до Актубе. Салам передаю коллегам из Таджикистана. Вон там спереди, как вы видите, автовозы. Они стоят в сторону Карабутак, Хромтау. Мы решили повернуть налево. Раз уж повернули, мы все-таки рискнем и поедем по этой неизвестной дороге. Поскольку сейчас из-за погодных условий пробка на Карабутаке и Хромтау, решили поехать по этой дороге. Дай Бог нам хорошей дороги. Здесь обстановка вот такая. Дороги практически нету. Бездорожье. Сейчас мы едем по небольшому куску асфальта. Здесь, видимо, раньше была дорога. Или этот кусок может отремонтирован. Не знаю. По дороге стоят сломанные фуры. Едем сзади колонны других фур. Наша фура скрипит, и такое ощущение, что сейчас что-то отвалится. Между Иргиз-Шалкар до города Кандагаш нету сотовой связи и дорог. Да и во многих местах Казахстана не ловит сотовая связь. Если останешься в какой-нибудь глуши, где мало проезжают машины, то тебе трудно будет выехать оттуда. Что-то типа антенны или водонапорной башни. Написано Иргизский район. Слева летит у нас Шумахер на фуре. Вон сколько фур уже скопилось на этой страшной дороге. Вот и встречаем закат. Где-то на трассе Шалкар едем в сторону Атырау. Остановились проверить машины, как все. По этой дороге лучше передвигаться на внедорожнике. Не будешь чувствовать дорогу и летишь на скорости. Не то, что чувствовать дорогу здесь, в принципе, дорог нету. Справа фуры что-то на аварийке стоят. Потеряли целые сутки, чтобы преодолеть этот участок дороги. Хотя, если бы была дорога с хорошим асфальтом, на карте указано, вы можете проехать за 5 часов этот участок дороги. По этому маршруту в тепле лучше не ездить, застрянешь в этой грязи. Поскольку сейчас зима, земля твердая, можно хотя бы передвигаться по ней. Колонна фур едут в нашу сторону по этой дороге. Движение довольно хорошее. Из-за того, что трасса Хромтау-Карабутак перекрыта.
Сейчас потихоньку едем по этому участку. Видно, что земля гололедица. Один КамАЗ вылетел из колонны налево. Находимся возле населенного пункта Шубар-Кудук. Доехали сюда примерно в 10 часов утра. Ехали со стороны Иргиз-Шалкар. Дорог нету, около 400 километров бездорожья. Некоторые куски асфальта остались, может, от Советского Союза.